Чао! В этот раз распакуем дерзких девчонок Bratz. А именно, посмотрим на репродукции второй серии. Кстати, обзоры на предыдущие выпуски Bratz уже есть на моем канале. Берите что-нибудь теплое и укутывайтесь в плед, чтобы не заболеть, как я. А начнем мы с Меган. Эту Slay Girl я уже распаковал несколько лет назад, поэтому перейдем сразу к куколке. Ее культовый осенний образ заставил меня опубликовать обзор именно осенью, ведь Меган выглядит стильно и аккуратно. Все дело в том, что эта Bratz является перевыпуском самой первой Меган из коллекции Expressive 2002 года. То есть только спустя 20 лет случился камбэк. С куклами этой серии есть второй образ, 2 пары обуви и шляпка. Меган очень красивая в этой шубке. Под ней есть топик в полосочку. Шубу или джинсы можно закрепить с помощью ремня. Под прямыми джинсами прячутся нереально массивные сапоги. Все как мы любим. А вот так выглядит Меган во втором луке. Такой military vibe. Я все же не буду откреплять берет и оставлю куколку в изначальном образе. Коробка куклы зеленого цвета. Все очень красиво переливается. Это фишка всех новых выпусков Bratz. Сверху написано имя Меган и ее значок с обезьянкой. Сзади коробки Меган пишет про себя так. Мои подружки зовут меня веселой модной обезьянкой, ведь я выгляжу потрясающе, даже когда отдыхаю. Вот эта уверенность! Внизу написан слоган Bratz. Единственные девчонки со страстью к моде. Кстати, с каждой Bratz идет одинаковый, красивый, голографический постер с артами девчонок. Похожий был и в предыдущей серии, но в этот раз рисовка персонажа соответствует 2002 году. Именно тогда и вышла Меган. Прямо поражает внимание к деталям. Теперь нереальная приятная СМР, ведь мы распакуем всех оставшихся Bratz. Сначала расскажу про Куми. Эта азиаточка впервые вышла в коллекции У-ля-ля 2005 года, которая была посвящена мечте многих – шопингу в Париже. К сожалению, мы потеряли несколько аксессуаров, ведь куклу выпустили в рамках обычной серии. Видимо, она не учла вес багажа при вылете из Франции ко мне домой. Коробка Куми нежно-розового цвета. Это самая нежная и элегантная Bratz в моей коллекции. Вверху написано ее имя и значок жучка. Она пишет: Besties, зовут меня удачливым жучком. Я всегда нахожу настоящее золото среди всей одежды в магазинах. Вы только посмотрите на ее взгляд. Эмоция тотального слея. Образ Куми по правде легендарен. Под курточкой болеро виднеется надпись на вязаном топике «Я целую Париж», где вместо «люблю» отпечаток губ символа Bratz. Мне очень-очень нравится юбка. Она детализированная и сшита так, что образуется словно стебель и фиолетовый бутон розы. Цветочный мотив есть и на шляпке. Вот ее я откреплю. Ну и самое необычное в этой кукле. У Куми черные ноги. Да, все так. Ведь это имитация гольф с бантиками. Обувь куклы специально с черным носком, чтобы все сочеталось. Второй образ представляет нам женственную Куми. Честно, я сразу представляю ее вечером у сверкающей эльфовой башни. Видимо, этим же вечером проходит и вечеринка, на которую пошла Невра. Как вы уже поняли, это тоже репродукция самой первой Невры из коллекции Formal Funk 2003 года. Мои подружки зовут меня Queen Bee, то есть пчелкой-королевой, так как я сладкая, как мед, и всегда готова к тусовке.
Значок Невры как раз пчелка. Это не просто Bratz. Это шикарная жительница большого и шумного мегаполиса. Я без ума от ее темного взгляда и необычных губ с приоткрытым молдом. Шляпа куклы блестит, как и все ее наряды. Чего только стоит сверкающий топик бабочка. Бабочки есть и на штанине джинсов клеш. Это настоящая эстетика Y2K. Ее сапоги с острым носом и реалистичным рельефом. На вечеринку Невра припасла нежный и приковывающий взгляды остальных образ. Это топик с голубыми цветочками, плессированная мини-юбка с кожаным ремешком и аккуратная мюли с ремешками. А вишенкой на торте является ее пушистая куртка. Знали ли вы, что по правде этот лук не шел с оригинальной Неврой? Это набор из первого выпуска Jade Girls Night Out. На моем канале есть обзор на Дану как раз из этой коллекции. Ладно, вот такая красотка будет стоять на моей полочке. Надеюсь, она не будет затмевать остальных. Кстати, пишите, кто вам больше всего нравится в этой серии. А наконец, я оставил самое сладкое и опасное. Давайте же посмотрим на роковую Киану Wild Wild West, выпущенную впервые в 2005 году. Сейчас я вас удивлю, ведь Киана не является коренной американкой. Она темнокожая американка, но из-за ее необычного образа многие ошибаются. Я вот в том числе. Но для меня она останется индианкой. Да. Киана пишет. Я, друзья, зовут меня Индира вне закона, потому что она настолько хороша, что это должно быть нелегально. Girl! И я с тобой полностью согласен. Guilty. Вы только посмотрите на ее ковбойскую шляпу. У Кианы очень выразительные глаза. Она словно наблюдает за кем-то. В первоначальном варианте косы куклы должны быть закреплены голубыми заколками. Давайте это исправим. С помощью бисера, ниток и терпения восстанавливаем справедливость. Как вам? Мне очень нравится юбка Кианы. Но самое крутое – это ее сапоги. Они очень высокие, с изображением орла и ремешка. Нос окрашен в серебряный цвет. Это настоящая обувь ковбоя. Хотя в этом случае ковгерл. Киана среди фанатов Bratz считается легендарной. Кстати, из-за проблем с правами на ее имя с Mattel, Киана вышла только в коллекции Wild Wild West. Но теперь мы снова можем купить эту Bratz с Дикого Запада. Возвращаемся к Киане. Второй образ более повседневный и спокойный. Есть блестящий топик, штаны с рисунком и необычный ремешок с цветочками и мюли с острым носом. Признаюсь, что эта атмосфера Дикого Запада очень романтична. Решил, что нужно посмотреть какой-нибудь фильм на эту тему. И есть ли у вас рекомендации, чтобы глянуть? Еще, я решил дать этой Bratz белоснежную улыбку, ведь у нее специальный молд с приоткрытыми губами. Знаете, а почему я только преобразил Киану? Давайте сделаем классные прически Куми и Невре. Первая получит волнистые волосы. Нам понадобятся трубочки и резинки. На видео я показываю, как все нужно закрепить. Теперь очередь Невры. Ее волосы я решил красиво уложить, но это не просто, так как они прямые. Нам понадобится кондиционер для волос и лак. Давайте посмотрим на лучших подружек вместе. Теперь, когда они все в сборе и распакованы, я не могу сдержать своей радости. Честно, эти Bratz очень красивые и очень детализированные. Напишите, есть ли у вас эти куклы и хотели бы вы их в свою коллекцию. Напомню, что все обзоры распределены по плейлистам. Может, о вашей хотелке я уже рассказал на своем канале. А эстетичные фоточки будут в моих соцсетях. Надеюсь, вам понравилось это видео, а мы встретимся уже в следующем. Пока-пока.